Подача уровня шик, блеск, красота. Обещают быструю зарядку, 5 минут в боксе, дает 2 часа звучания. Расписывали волшебный звук, как всегда уникальный. И он в каком-то смысле получился, но не совсем то, чего я ожидал. Беспроводная зарядка бокса в наличии. Уши из бокса вытряхнуть сложно, но можно. Мультипоинт на 2 устройства. Активный шумодав. Bluetooth версии 5.2. Отличный режим прозрачности. Поддержка кодека aptX Adaptive. Анимация, которая, правда, будет в китайской версии, а в глобалке ее пока нет. Работает на данный момент она вроде только с китайской прошивкой, хотя у меня с K40 Game Edition она не работала. Интересный девайс. Tube 873, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Много конкурсов, условия которых в описании. Сейчас разыгрываются 5 Mi Band 6 серии, 1 робот-пылесос и колонка. И, разумеется, в моем плейлисте 231 пара наушников. И вроде уже ничем не удивить конкретно меня. Но Xiaomi удивили. И, к сожалению, не только хорошим. Беспроводные наушники Xiaomi FlipBuds Pro. Упаковка черная, стильная. Комплект наушники сменные, хорошего качества амбушюры, бокс для зарядки, кабель для зарядки и инструкция. Да, удивительно, что за эти деньги Xiaomi даже мешочек для переноски не положили. В наушниках ComfBuds Pro от OneMo и мешочек, и силиконовый чехол для бокса был внутри. А здесь все максимально минимально. При ценнике на 50% выше. Ну ладно, вскрыли. Вау, эмоций было море. Очень приятный дизайн, отличное исполнение, глянцевые наушники с матовыми вставками, бокс, отливающий темно-фиолетовым светом. А второе вау было не позитивное. Первые сутки от бокса и ушей пахло клеем. Выветрилось очень быстро, но осадочек остался. Кейс глянцевый, не особо скользкий, но безумно маркий. В карман помещается легко. Одной рукой наушники вынимаются просто. Лично мне вынимать наушники из бокса было легко, но, скорее всего, это было связано со сноровкой. Когда у тебя было столько ТВСок, не достать что-то сложно, тем более у наушников есть матовые вставки, и, хватая за них, доставать уши довольно удобно. Крепление крышки пластик. За этот ценник, конечно же, странно, что люфт у крышки имеется. 2 диода индикатора, 1 заряда, 2 сопряжения. Сопрягаются уши первый раз через зажатие кнопки на кейсе, как, в принципе, у всех. Подключение к девайсу после первого сопряжения умное по открытию крышки. Беспроводная зарядка работает, заряжать бокс можно также по кабелю Type-C. На 3 перезарядки наушников заряда бокса хватает. При зарядке бокс слегка греется. Вес и размер бокса вы сейчас видите на экране, как и его сравнительные габариты с собратьями по цеху. Наушники дизайн привычен, но даже по форме необычен. Хорошо, что не просто AirPods Pro копировали. И матовый с глянцевым пластик здесь тоже в цвет. И управление сжатием ножки тоже приятный момент. При подключении есть имитация механического щелчка. Пока ощущается, если честно, это дело слегка колхозно. По управлению на данный момент на выбор можно завести следующие функции: изменение громкости, плей-пауза, перелистывание треков, изменение режимов активного шумоподавления и прозрачности и вызов голосового помощника. На данный момент есть только китайский голосовой помощник. Датчик приближения работает хорошо? Да, это значит есть автопауза. При необходимости этот датчик можно отключить в программе, но тогда вы автоматом отключите функцию энергосбережения. При бездействии более 3 минут в наушниках наушники должны выключаться. Сидят уши лично у меня удобно и комфортно. Уши с этими наушниками у меня не потеют. При тряске из ушей не выпадают, хотя уже есть те, кому они не особо удобны. На 100% громкости уши по кодеку aptX Adaptive без активированного активного шумодава у меня отыграли 4 часа 10 минут. Что возможно и логично, ведь Xiaomi обещали 7 часов на 50% громкости при подключении по кодеку AAC. Но кто из нас на 50% громкости слушает? Обычно мы все выкручиваем либо на максимум, либо на 70%. Да, и чаще всего люди, покупая наушники с поддержкой кодека aptX Adaptive, с ним же их и используют. Смысл юзать с другим кодеком? Тогда можно и наушники попроще купить. И главное, быстрая зарядка за 5 минут, 2 часа. В итоге выдают ровно час на 50% громкости без всяких активных шумодавов. Может, с прошивками что изменилось, но здесь обман Xiaomi-тов прямо совсем очевиден. Программа. Пока только на китайском. Если у вас есть телефон Xiaomi, возможно, у вас будут встроенные настройки прямо в шторке Bluetooth. У меня их на Redmi Note 9 Pro глобальной версии не было, как и на Redmi K40 Game Edition китайской версии тоже не было. Внутри 3 режима шумоподавления, 2 режима прозрачности. Проверка прилегания наушников, прямо как у AirPods Pro. Поиск наушников стандартным писком. В лаборатории главное не забыть включить мультипоинт. Напоминаю, он здесь максимум на 2 устройства, притом это не обязательно должны быть девайсы Xiaomi, что огромный плюс. Что по меню вы и сами видите. При появлении глобал
виртуалке, мне кажется, плюшек станет намного больше. Я во всяком случае на это надеюсь. Bluetooth версии 5.2, кодек AAC, SBC и aptX адаптив. Подключение стабильное, без микрофризов. Задержки в PUBG и YouTube по мне заметной нет. Вот вам пример задержки. Микрофоны. На данном этапе жизненного развития не худшие, что я слушал, но и не лучшие. Вот вам пример работы микрофонов. Тест микрофонов беспроводных наушников Xiaomi FlipBuds Pro на улице. На улице довольно сильный ветер, средний, скажем так, ладно, не сильный, но средний. Мимо меня со скоростью где-то 70 км в час на расстоянии метра проезжает вереница автомобилей. Допустим, сейчас Нива, Лада, Веста и подобное. Вот сейчас Mitsubishi Outlander проехал. В принципе, вроде бы микрофоны кое-как, но отрабатывают. CVC шумодав для микрофонов здесь работает неплохо. И примерно так вас будут слышать собеседники. Опять же, насколько хорошо или плохо решать вам. Лучшие микрофоны я, конечно же, за эти деньги встречал. Вообще, на данный момент это самая оверпрайснутая модель наушников, которая у меня была на руках. Из самых огромных плюсов это в первую очередь, конечно, цвет и внешний вид с удобством. А все остальное, я думаю, вы уже услышите сейчас в ролике, включая не самые суперские микрофоны, но, опять же, хорошие. Но не на эти деньги, опять. Те же Apple лучше, AirPods Pro. Вот сейчас я иду уже от дороги, наверное, на расстоянии метров 30, абсолютно тихая улица, но задувает ветер. Вот так будут ловить или не ловить ветер микрофона во время разговоров. Работа беспроводных наушников FlipBuds Pro в помещении. В помещении я разгуливаю, мебели по минимуму, акустика не фонтан. Вот сейчас для примера я зайду в ванную. В ванной, соответственно, кафель. После кафеля мы зайдем в еще одну комнату. В этой комнате все более-менее и есть один большой плюс. Здесь есть кабинка для записи звука, где я записываю свои тексты. Вот так, если вы будете в кабинке, будут работать эти микрофоны. А вот если вы будете не в кабинке, то даже в помещении, по мне, они работать будут не очень хорошо. Опять же, все субъективно, это мое мнение. У вас мнение может быть после прослушивание данной записи совсем другое. Недостатки. Обещанной анимации пока нигде нет. Легкий обман по автономности при быстрой зарядке больше, чем в 2 раза. На данный момент не по кодеку aptX адаптив наушники работают просто отвратно. Уши на некоторых композициях попросту хрипят. Отсутствие самоотключения наушников без подключения по Bluetooth и довольно быстрый разряд — это тоже очень такой приличный минус. Я сделал что? Я их где-то гонял часа 3 на 50% громкости по кодеку AAC. Они разрядились наполовину, и вторую половину я разрядил фактически бездействием. То есть я поставил проигрывание на паузу, отключил их от девайса, но в настройках сенсоры приближения я не отключал. В итоге наушники разрядились, вот эта половина, в бездействии за 6 часов. И это по мне тоже минус. Нет информации по защите от влаги, а желание топить наушники такой стоимости для проверки лично у меня нет. Вообще очень редко такое в топах встречаю, чтобы не было вообще никакой инфы на той же коробке. Не заявлена она ни в рекламе, значит она вообще номинальна. Нет эквалайзера в программе, тоже минус. Звучание. Хороший объем. Довольно неплохие низкие частоты. И даже средние не просажены. Но с высокими частотами совсем по мне беда, прямо до срывов. Да, и детализация, слоистость баса здесь вызывают серьезные лично у меня вопросы. Когда все аналоги от Huawei, Яблоко и Samsung выдают каждый со своими девайсами топовый звук, здесь он просто хороший, притом еще и с откровенными недостатками. Скажу так, Huawei FreeBuds Pro в связке с Xiaomi играют лучше, чем эти наушники. С другой стороны,
Постоянный запас громкости здесь после выкручивания отдельно на наушниках и отдельно на телефоне на максимум максимально лютый. Если хотите постепенно посадить свой слух, то эти наушники вам однозначно подойдут. Цена по ссылке в описании к видео, можете посмотреть и ужаснуться. Можно купить для красоты как аксессуар. И, кстати, достойные уши на канале имеются в изобилии. Есть отдельный плейлист «Беспроводные наушники» и топы 10 на них. Посмотрите, очень вам советую. Там есть дешевле и лучше, и вроде бы даже какими-то местами симпатичнее. Резюмирую, однозначно сказать нет этим наушникам не могу, но что по звуку просто море наушников лучше, это факт. Дизайн отличный, функционал и исполнение по мне практически супер. Не особо порадовала автономность, активный шумодав не впечатлил, как и у всех топов, отрабатывает он просто неплохо. Прозрачность тоже отрабатывает, в принципе, все как у всех. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, участвуйте в конкурсах. Единственное, кстати, вспомнил, что при активированном активном шумодаве звук видоизменяется в еще худшую сторону, слушать, если вы меломан, не особо приятно, даже мне. Скажем так, с активным активированным шумодавом я бы не советовал прослушивать в них музыку однозначно. Завтра будет обзор на стабилизатор, который мало кому нужен, но много кому поможет. Девайсу от меня все-таки нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!